После провальных продаж авто первого поколения своего премиального седана, представителям автобренда GAC Motor было принято решение предпринять еще одну попытку, представив обновленный Тромчи GA8 на выставке в Ганчжоу в ноябре ушедшего года. Тогда СМИ обошли новинку стороной, но модель вот-вот запускается в производство, и не рассказать о ней было бы ошибкой, ведь не часто встретишь китайское авто, построенное на платформе от Альфа Ромео. Кстати, на нашем канале уже есть большая коллекция обзоров на автомобили марки GAC. Ссылку на популярный седан GA4 вы сейчас видите на экране. Прошлая генерация GA8 отличалась некой массивностью. Дизайн нового поколения стал восприниматься на порядок легче, хотя в целом силуэт не претерпел значительных изменений, так как крыша осталась прежней, да и урезанные 7 мм колесной базы не улавливаются. При этом лицевая часть и корма полностью новые. Спереди образовалась массивная решетка радиатора, нижний обвес приобрел спортивные очертания и размашистую S-образную архитектуру по бокам. Светодиодная оптика расплылась на передние крылья. Также добавили больше хрома из разряда «дорого-богато». Оценивать бизнес-седан с точки зрения профиля не всегда корректно. Все-таки спорта и динамики тут ожидать смысла нет. Хотя стоит сказать, что у немок с этим не возникает проблем. Единственное, к чему можно прицепиться, это маленький радиус дисков. Для 5-метрового седана они достигают всего 18 дюймов, из-за чего наблюдается некий дисбаланс. Раз уж упомянули о габаритах авто, уточним, что общая длина его, как уже было сказано, составляет 5003 мм, ширина достигает 1868, высота насчитывает 1505, объем багажного отделения позволяет вместить 500 литров поклажи, а топливный бак 60 или 70 литров горючего в зависимости от комплектации. Обновление салона авто заметно невооруженным глазом. Кресло, торпеда, центральный тоннель, мультимедийка – все полностью пересмотрено. Последнее теперь располагается блоком с виртуальной приборной панелью. Кстати, такое решение отлично вписано в архитектуру, и это однозначный плюс. Почти все физические кнопки были спрятаны в тачскрин. Остальное разместили либо на мультируле, либо в узкой полосе на центральной части торпеды. Касательно деревянной накладки по всей передней части, то это решение весьма спорное. Подобранные цвета и узор бруса смотрятся довольно дешево в сравнении с аналогичными решениями конкурентов. Кресло и диван в автомобиле мало чем примечательны. Стандартное решение для бизнес-класса, при этом без каких-то нот изыска. Самой броской особенностью первого поколения GAC Tромчи GA8 было наличие тележки от Fiat, той самой, на которой базировался седан Альфа Ромео 166. Вопреки ожиданиям, второе поколение на новую тележку не переехало. Вместо этого инженеры GAC сократили колесную базу до прежних размеров, как у Альфа Ромео 166, но заменили полностью все элементы подвески, установив новые соединения, амортизаторы и пружины. Сама конфигурация та же, многорычажка и спереди, и сзади. Бизнес-седан штатно оснащается ABS, ESP и EBD, дисковыми тормозами по кругу, исключительно передним приводом и трансмиссией от Aisin в виде безальтернативного 8-диапазонного автомата. Расположение двигателя в авто продольное. Новое поколение избавилось от прошлой моторной гаммы. Теперь под капотом в лучших китайских традициях пропишется одна турбированная рядная четверка объемом в 2,0 литра с отдачей в 235 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. К слову, старший брат
ГА-8 выдавал только 197 лошадиных сил. При этом усредненный расход топлива составит 7,7-7,8 литров на сотню в зависимости от модификации. Максимальная допустимая скорость установилась на отметке в 200 км в час, а разгон до первых 100 км займет около 9 секунд. К сожалению, точного списка бортового оснащения от дилеров пока нет, однако известен перечень дополнительных опций, которые производитель предусматривает только за доплату. Уже в базовой комплектации предусмотрена установка круиз-контроля, панорамной крыши, трехзонного климата, электропривода передних кресел, матричной оптики, подогрева и вентиляции передних и задних посадочных мест. База обойдется как минимум в $28 800. Стоимость Престижа пока неизвестна. На этом все. Спасибо, что были с нами. Если данное видео вам понравилось, то рекомендуем подписаться на канал, высказать свое мнение в комментарии и поставить этому видео жирный лайк.